Все мы с вами любим гоночные игры, будь то Need for Speed, Forza, не имеет значения, поэтому я хочу вам рассказать об одном канале, где нет обзоров, рассказов, прохождений и всего того, что делает чуть ли не каждый второй игровой блогер. Канал FP Gaming — это что-то иное. Там вы сможете насладиться свободной ездой по открытому миру Forza, посмотреть различные краш-тесты или просто забавные RP-ситуации в игре BeamNG Drive. Изюминка канала в том, что в роликах нет музыки, спецэффектов и слов. Автор ничего не говорит, но красиво показывает. К тому же скоро выходит 5-я часть Forza, и поэтому на канале будут тест-драйвы из различных тачек оттуда. В общем, заглядывай на FP Gaming, все ссылочки в описании. В 2013 году на E3 Ubisoft анонсировала игру под названием The Crew, и трейлер этой игры был очень необычным и интересным. Детали автомобиля словно магниты притягиваются друг к другу, собираясь в полноценный автомобиль, и это вперемешку со сценами динамичной погони, а на фоне играет шедевр от The Glitch Mob. Уверен, что не я один раз за разом его пересматривал, однако трейлер не только цеплял к себе вниманием, но и смог показать игрокам главную идею проекта – команд. Разные тачки всюду гоняют вместе уходят от погони, вместе грабят фуру, все нужно делать вместе. Отсюда вытекает и название самой игры – The Crew, то есть команда. Даже слоган игры был подходящий – Never Drive Alone. Вслед за трейлером общественности был представлен непосредственно сам геймплей игры, который помимо групповых поездок вращался вокруг идеи того, что любой автомобиль при должном подходе подойдет под любой вид игры. Суть в том, что все тачки обладали гибкой настройкой для любых целей и дисциплин. Все это выглядело эффектно и многообещающе. И спустя несколько бета-тестирований мы на релизе получили нечто подобное, что показывали и обещали разработчики, но был ряд минусов, мешавших получить удовольствие от игры, к списку которых можно смело добавить такой немаловажный элемент, как физику. Все тачки по ощущениям напоминали утюги. Со временем авторы это, конечно, поправили, выпустив несколько патчей, но это было намного позже релиза. Однако Ubisoft не вешала нос и продолжала радовать сформировавшуюся базу фанатов новыми DLC, некоторые из которых были масштабными и довольно необычными, например, Call Units, где игроки примеряли на себя шкуру полицейских и гонялись за другими игроками. В итоге первая Crew стала неплохой сюжетной гонкой, которая позволяла тебе полностью пройти историю вместе со своими друзьями. В свое время меня настолько заинтересовала игра, что в 2016 году я смог ее пройти впервые на своем старом ноутбуке в 25 FPS. И знаете, я ни о чем не жалею, ее раздавали бесплатно в честь 30-летия Ubisoft, поэтому ни рубля я не потратил. По факту это была неплохая альтернатива онлайн-гонкам на тот момент. Для многих она казалась этакой ММО на колесах. Кому мало ПК и консоли, я могу рассказать о мобильной версии игры, которой говорить-то по факту нечего, потому что про нее есть отдельный ролик на канале, но если вкратце, это просто херня полнейшая и все. Кратко и лаконично. Спустя 3 года, в мае 2017 года, Ubisoft анонсировали продолжение, вторую часть игры, которая вышла спустя чуть больше года, уже летом 2018. В сиквеле упор с серьезных сюжетных автомобилей сместился на спортивные дисциплины. Crew 2 — это буквально одно большое телешоу о тачках, лодках и самолетах. Из-за всего этого игра стала более беззаботной, что ли, потеряв серьезный тон оригинала. Не могу сказать, насколько хорошей оказалась столь резкая смена курса, потому что это субъективный вопрос. Однако перекочевало кое-что из первой части без изменений. Говорю я про физику, которая осталась такой же не самой приятной, что вместе с новым сеттингом сподвигнуло немногочисленных фанатов отвернуться от игры. Авторы все так же старались исправить положение, добавляли DLC с новым контентом, поддерживали аудиторию. Но Crew 2 по-прежнему плохо продавалась. Рискну предположить, что это может быть связано с тем, что многие ждали продолжения истории, продолжения игры про автомобили, и в продолжении следовало бы уделить внимание именно им, их проработке, а не добавлять авиа и акватранспорт, о котором на самом деле никто не просил. Да, система FastFav очень увлекала, однако по-настоящему разыграться с этой механикой можно только в режиме свободного заезда. Гоночные же события жестко ограничивают доступ к технике. Никаких превращений в лодку или самолет по щелчку пальцев тут нет. А единственное исключение из этого всего — это эпизоды Life Extreme, в которых игра сама переключает виды транспорта. Упустили ли разработчики возможность лучше раскрыть данную систему? Я считаю, что да. Также, вероятно, на продажах сказалось и то, что буквально через несколько месяцев после выхода The Crew 2 свет увидела другая гоночная игра Forza Horizon 4, которая не нуждается в представлении. Как и в случае с первой Crew, разработчики в лице Ivory Tower пытались исправить проблемы, выпуская обновления и DLC. Даже подались тренду королевских битв и начали делать соответствующий режим, который, увы, а может и не увы, не дожил до релиза. У компании Nvidia, если некоторые не знают, есть свой сервис облачных игр под названием GeForce Now. Нет, это не интеграция, не вторая реклама за видео, я просто так резко сменил тему. Да, это звучит странно, но вы дальше поймете, почему я это сделал.
предел. Если кратко, ты платишь определенную сумму для доступа к игре, которая запускается на удаленном сервере, а с твоей стороны нужен только интернет. Звучит многообещающе, но по факту имеет за собой кучу проблем. Однако многие разработчики выпускают там свои игры, а учитывая пандемию и переход на удаленную работу, некоторые студии прибегли к использованию этого сервиса для удаленного доступа к билдам своих проектов. Удобно, работаешь из дома, тестируешь билд через GeForce Now, само собой все это максимально секретно и скрыто от глаз обычных пользователей. Однако, несмотря на это, в сентябре 2021 года произошел самый масштабный слив данных сервиса. Общественности был представлен полный список вообще всех игр, которые не то что не вышли, а еще даже не анонсированы. Например, благодаря этому списку мы узнали о GTA The Trilogy The Definitive Edition, которую официально Rockstar анонсировала лишь спустя месяц после слива данных. Помимо этой игры, там есть куча самых интересных проектов, которых на ПК даже не было или которые не анонсированы. И по The Crew там тоже нашли кое-что интересное. Похоже, что третья часть действительно находится в разработке. Ubisoft сама нехотя это подтвердила. Nvidia и разработчики из множества студий отнекивались как могли, мол, это гипотетическое название, добавлено для вида и все в таком духе. Однако самой Ubisoft удалось добиться удаления этого списка с GitHub, что говорит о том, что по крайней мере их игры действительно существуют. В этом списке была одна игра под рабочим названием Проект Орландо. А незадолго до этого пользователь на Reddit под ником Racing Game Guru поделился несколькими скриншотами этого самого проекта Орландо, над которым с его слов трудится Avery Tower. Пользователь рассказал, что это очередное DLC для The Crew 2, потому что нашел эти скриншоты в базе данных именно самой игры. Предположительно, Avery Tower создали остров, основанный на Гавайях, что мне напомнило Fortune Island. Это DLC для Forza, если кто не знает. Чуть позже, уже после слива списка игр, в обсуждение ворвался авторитетный инсайдер по имени Том Хендерсон, поделившийся немного иной информацией, согласно которой это не просто дополнение, а полноценная новая игра, которая, что интересно, получит новый физический движок. С его же слов, на данный момент этот проект находится на стадии пре-альфа-версии, поэтому о примерных рамках релиза даже думать рано. В комментариях у Хендерсона спросили по поводу ребута, и он ответил, что это вероятно, учитывая слабую статистику The Crew 2 и отношение Ubisoft к этому. Также в пользу ребута говорит тот факт, что разработчики пересобирают техническую составляющую. Слухи в чем-то совпадают, где-то расходятся, поэтому на данный момент трудно определить, что из этого является правдой, а что обычным фейком и выдумкой. Поэтому остается лишь ждать официальной информации от издателя с разработчиками. Однако как минимум все слухи сходятся в том, что у серии Crew есть будущее. Нельзя также исключать вероятность того, что новая игра станет условно бесплатной, учитывая новую политику Ubisoft по выпуску бесплатных онлайн-игр в своих франшизах. Если это будет перезапуск серии, то это уже довольно странное решение, ибо по факту первая и вторая часть и так не имеют между собой ничего общего. Первая часть была сюжетной гонкой, которая хоть и требовала постоянного подключения к интернету, имела возможность быть пройденной в одиночестве, а вторая же больше похожа на игру-песочницу, где приходилось развлекать себя самому, что больше похоже на Forza. Формально The Crew 2 и так является перезапуском, переосмыслением оригинальной игры, поэтому как-то странно в очередной раз перезапускать серию. К тому же мы все люди, а людям свойственно ошибаться, поэтому даже авторитетный и уважаемый инсайдер, как Том Хендерсон, может ошибаться в своих словах, и Орландо может быть действительно всего лишь новым крупным DLC, а не игрой. Что думаете вы? Отпишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!